I'm Patrick Lancaster. Right now, we're not far from the Russia-Ukraine war zone, and right here you see a soldier behind me getting ready to launch a Kamikaze FPV drone, and we're going to be showing you what they do, how they work. And this isn't just a normal battalion we're here with. This is a battalion that consists of mostly Ukrainian soldiers, well, former Ukrainian soldiers that had broken away from Ukraine forces, come across the front line and become part of this battalion, which, in their words, fighting for a new Ukraine or against the Ukraine government that is in place right now. We're going to be seeing how they train here at this training ground to engage Ukrainian forces with these kamikaze drones, who the people are, what they're doing here, how they got here, how they came across the front line to become part of this battalion, and what they think of the future of the war, and everything in between. So stick with us till the end. There's a lot of information and something really special at the end you want to see. So please like, share, comment below what you think of this battalion, what you think of the war, how the war can end, because everybody wants peace. How can this war end? And again, like, share, and comment, and subscribe if you're new. And make sure you go out into the description and click on the subscribe button for my Substack, my blog, where most of my journalism even more than goes to the YouTube channel. So let's get some information. Let's keep moving forward here to the front line of the Russia-Ukraine war. There's so much to come. Можно представиться себя? Мой позывной «Суровый». Я являюсь командиром FPV расчета. И вы откуда? Я сам из Хмельницкой области. Ага. И как вы попали здесь? Вообще, я переехал в Россию еще в 2014 году. И в дальнейшем, когда начались события на Донбассе, когда Украина начала плотно наступать на наши новые регионы, я посчитал нужным присоединиться и отстаивать интересы украинского народа в этой войне. Понял. И что будет сегодня? Сегодня вы увидите тренировку FPV расчетов, также расчетов мавикистов на полигоне. Это у нас новая трасса, мы ее создавали по канонам летных школ, которые профессионально обучают пилотов FPV. Здесь парни тренируются проходить через препятствия, летают через, вот вы можете увидеть, через окошки, чтобы в дальнейшем при выполнении задач более точно и эффективно наносить огневые поражения. И у вас Шеврон, можем поговорить чуть-чуть за это? Да, конечно. Что именно? Ну, можно сказать, что вас и за бригаду? У нас отдельный батальон имени полковника Максима Кривоноса. И, как я понимаю, много вас бывший украинский солдат, да? Да, все верно. Ага, и вы тоже был или нет? Нет, я не являюсь украинским солдатом, я являюсь добровольцем. Ага. So, тут есть, который был украинский и который только добровольцы, да? Да, все верно. Ага, понял, хорошо. И это что? Здесь сейчас происходит полет FPV-дрона с имитацией боевой части. Парни тренируются, пролетают через препятствия, как вы можете видеть. Окошки довольно маленькие, через них не так просто пролетать. Эта тренировка происходит для того, чтобы в дальнейшем они могли эффективно в окна залетать, в подвалы залетать и наносить огневое поражение противнику. Сейчас идет имитация влета в здание через окно. Ага, ага. Можно сказать, что?
Можно ли сказать, что это делает сейчас? Сейчас наш пилот продемонстрировал имитацию влета в здание через окно, для того, чтобы поразить цель в здании. Ага. Вот здесь мы набываем навыки того, чтобы высшего пилотирования, для того, чтобы залететь в любое пространство, где может скрываться противник. And this is actually where they are controlling and piloting the kamikaze drone. And these kamikaze drones have taken such a huge part of the war. When you think about drone warfare and things, a lot of times you'll see in the news these big winged aircraft that, you know, travel long distances and it hits military targets or whatnot. But these drones we're showing you here are the majority of the drones that are used on the front line. At any given time, when you get to the front line or very close to it, several kilometers, these will be filling the skies, both Russian and Ukrainian. And this war is almost the starting point for kamikaze drones. They've been going for years now, and now we're starting to see them in the Middle East. And these drones are so widely used on the front line. They've almost taken over as the main weapon against ground forces, against the trenches. And as we see here, they're training to go inside of buildings, inside of windows and things, to engage the enemy forces. This isn't about one side or the other, which you favor. This is about information, getting as much information out to the world as possible, so people understand what's actually happening. Don't just watch one source. Don't just watch my reports. Watch sources from as many different angles as you can, because not one source has all the information. Now let's keep getting information. Что он сделает сейчас? И что это? Сейчас боец закрепляет батарею и имитацию боевой части для дальнейших тренировочных полетов. Ага. И это тут, что это? Здесь просто это имитация по весу только идет. Это не взрывчатое вещество, просто болванка пустая. So это как якобы бомба или как это? Да, якобы боеприпас. Ага. И тут? Здесь у нас идет видеопередатчик, антенна, и здесь, собственно, все комплектующие дрона. И сколько стоит это? В среднем плюс-минус дрон стоит 50-70 тысяч. Ага, 50-70 тысяч. Это как? $800-900, да? Плюс-минус. Ага, и это могу попал на танк или техник, который $1 миллион, да? Танк, техника, какие-нибудь артиллерийские орудия. То есть штука за 50 тысяч может уничтожить имущество стоимостью $1 миллион. Ага, понял. So, в принципе, дешевле вариант делать много. Во-первых, дешевле, во-вторых, эффективнее. Так как это, можно сказать, управляемые боеприпасы. Ага, понял. Хорошо. All right, and we've been with this battalion many times, and we're back here for an interview with the Zampolit, our deputy political officer of the battalion, and we're going to get a little bit more information like we have done before. What is this battalion and how they work? Здравствуйте еще раз. Добрый день. Можно сказать, что вас батальон? Я знаю, вы сказали много раз уже, но за новые аудитории, что вас и как вас произошло? Здесь, тут уже ни для кого не секрет, батальон Максима Кривоноса является, как популярно на Западе слово, вооруженной оппозицией режима Зеленского. Это не подразделение российских вооруженных сил, это подразделение Украинской освободительной армии, которая сражается против той военной хунты, которая совершила антигосударственный переворот в Киеве еще в 2014 году.
Он состоит из добровольцев, выходцев из Украины первой волны, таких как я сам харьковчанин, родом оттуда, с 2014 года сражаюсь на территории Донецкой, Луганской Народной Республики. И вот ребята, которые уже присоединились к нам в ходе проведения специальной военной операции. То есть это украинская освободительная армия, которая освобождает свою страну, свой народ от неонацизма и от режима Зеленского. И сегодня здесь как тренировки мы видим, но как важно, сколько важны тренировки, как это? Тренировки очень важны, потому что мы видим сейчас линия фронта в принципе меняется, сам современный бой меняется. Сейчас диктуют, скажем так, поляну диктуют дроны. Наше подразделение тоже идет в ногу со временем, поэтому наиболее боеспособной частью является группа беспилотной авиации. Здесь сейчас проходят тренировки, видите, с прошлого вашего приезда полигон немножко видоизменился. Мы добавили трассы учебные, усложнили работу. Надо также отметить, что, во-первых, боевое применение данных дронов наше подразделение в основном осуществляет по иностранным наемникам, как мы говорили. Мы стараемся так как бойцы ВСУ это наши возможные будущие побратимы, которых мы стараемся переманить на свою сторону, пригласить их сражаться тоже против режима Зеленского, то, как правило, именно боевое поражение мы наносим либо по нацистским подразделениям, либо по иностранным наемникам, которые находятся на линии боевого соприкосновения. И также эти же FPV-дроны, вы видите, что он несет несколько больший вес, чем тот же Mavic. С помощью них сейчас осуществляется обеспечение продовольствия, обеспечение боеприпасами бойцов на передовой. То есть штурмовая группа, если продвинулась, нет возможности им обеспечить нормальную доставку по земле в ясную погоду, потому что дроны противника противодействуют. И пилоты точно так же осуществляют помощь бойцам как нашего подразделения, так и союзническим подразделениям российской армии. Понял. И пилотов что-то. Ракеты, да? Там, может, на сверхзвук самолет перешел. Или ракета, да. Или ракета просто. И, как я понимаю, сейчас дрон это очень... это самое большое оружие на передовой или нет? Да. Да? То есть сейчас все те роды войск, которые еще даже 3-4 года назад являли собой основу армии, сейчас война меняется, то бишь танк из основного наступательного средства сейчас превратился просто в мишень. Любая единица бронетехники на линии боевого соприкосновения сейчас это мишень для оператора дрона. Поэтому и основное поражение осуществляется дронами, и разведка и корректирование осуществляется воздушными дронами, и доставка продовольствия и боеприпасов, как я говорил, осуществляется дронами. Также есть серия наземных робототехнических комплексов, которые обеспечивают также эвакуацию раненых и более массивную доставку продовольствия, боеприпасов, и разминирование и так далее. То есть сейчас вся линия боевого соприкосновения движется все-таки к роботизации, и дроны действительно становятся основным видом вооружения и основным родом войск, который двигает эту войну. И это как первая война, которая много FPV и дрон, как это. Но я вижу только сейчас Иран и все там они начально пользуются. Как вам сказать, если брать полноценный вооруженный конфликт двух высокотехнологичных государств, армий, да, то есть ВСУ мы не будем шапкозакидательством заниматься, это полноценная армия с богатым советским наследием, западной помощью и, к сожалению, довольно серьезный противник. И российская армия тоже одна из сильнейших армий мира, а сейчас, наверное, наиболее подготовленная армия мира. Поэтому, да, в таком конфликте, конечно, это первая масштабная война с массовым применением дронов. Так, в принципе, использовались раньше. Даже в Ирано-Иракскую войну какие-то виды дронов использовались еще тогда. При операции в Сирии, мы знаем, первые начали применять боевики запрещенной ИГИЛ, когда делали сбросы на открытые склады хранения, и FPV первые скорее появились здесь. То есть, в принципе, применять дроны в боевом качестве, гражданские дроны в боевом качестве начали еще в Сирии, но так, чтобы это перешло на массовый уровень, когда сейчас исчисляется уже миллионами
запущенных дронов с обеих сторон, это да, это первый такой конфликт. И ирано-американская война, как мы видим, сейчас пока что к нему не пришла. То есть там нет пока наземной операции, там дроны дальнего действия и с американской, и с иранской стороны. Американцы в основном ракеты применяют. Ну, то есть такой интенсивности конфликта, как здесь у нас, там пока что нет. Так что это первая и пока, ну, к счастью, единственная война, где такое масштабное применение. Хорошо. Спасибо большое. So we've been showing you everything here on the ground that we can. This is the information you're not going to see in the mainstream media. We bring you what they won't because no one else is here that can show you this information. Get as much information from as many different sources as possible. Please, again, comment below what you think about this battalion, what you think about the situation on the front line, and what else you want to see, and what I'm doing wrong, what I'm doing right. Every information helps. Please like, share, subscribe, and we're going to be continuing to push on. Remember, I'm an independent crowdfunded journalist. You support my work with the link on the screen or in the description. Now let's keep getting some more information.